Привет, троечки. Сегодня у нас расклад. Новая глава твоей судьбы, новая ступенька твоей судьбы. И прежде чем начать, приглашаю всех в закрытый чат. Обязательно приходите в магический чат, ссылка на него на Бусти. Ссылка на Бусти в описании канала, в описании видео и в закрепленном комментарии. Также приходите в манифест, там вы научитесь ставить защиты, чистить как себя, так и других, так и свое жилье. Итак, ссылки в описании, обязательно приходите. Конечно же, в закрытые расклады приходите. Там психологические расклады, на самопознание, самореализацию. Это все в закрытых. Так, давайте начнем наш расклад. Итак, сигнификация. Что сейчас в твоей жизни творится? Сразу, сразу предупрежу, что сигнификация это, чтобы понять, для тебя этот расклад или нет. Вот неважно, какой вы камешек любите, выбираете постоянно и так далее. Нет вечных однерочек, нет вечных двоечек и нет вечных троечек. Все только по сигнификации, независимо от того, какой вам камень нравится и что интуиция вам подсказала, потому что сигнификация. Итак, сейчас у тебя такая жизнь, когда ты самой себе присесть не даешь. То есть не даешь себе расслабиться вообще ни на секунду. И внутри ощущение у тебя такое, что надо везде все успеть, всем ответить, все понять, там все по своим местам расставить. Ты как будто взяла на себя роль такого человека, который должен первым писать, должен первым разбираться, первым ставить точки, особенно в теме отношений. Тебе надо, чтобы все было ясно. Кто к тебе как относится, кто что имел в виду и вообще кто ты этому человеку. И из-за этого ты часто влетаешь прям в разговоры на эмоциях. Сообщения пишешь длинные, да, можешь резко ответить, как говорится, правду в лоб рубануть. Чуть матом не сказал опять. Но не потому, что ты злая, нет, потому что ты устала тянуть неопределенность. Ты живешь в неопределенности, и сейчас как будто глазки открылись. И хочется все, как говорится, по своим местам расставить. И параллельно у тебя есть один человек, которому у тебя очень, очень, очень живой интерес. И тут не про дружбу и не про это, он мне просто нравится. Нет, тут явная взаимная тема. Ты его читаешь по движениям, по его реакции на твои слова, на твои сообщения, по тому, как он вообще отвечает тебе, даже как смотрит на тебя. И ты чувствуешь, что между вами реально есть эта как сказать, невидимая нить, невидимая связь. И это не фантазии, не твоя какая-то придумка. Нет. Ты видишь, как он то ближе подбирается, то отступает. И это тебя подзаводит и бесит еще. Вроде, как говорится, связь есть, а ясности нет. Ты то сама первой идешь на контакт, то ты обижаешься и отстраняешься, и внутри тебя одновременно жажда этого разговора честного, да, и страх, что после этого разговора все рухнет. Поэтому ты и бежишь вперед по жизни. Причем хватаешься за дела, забиваешь расписание, чтобы не залипать на этой теме. Но все равно ты себя ловишь, что половина мыслей крутится вокруг
а чего он там, а что он там, а как он ко мне относится, а что дальше у нас будет, и вот эта вот жвачка. И сейчас у тебя такой период, когда голова, она у тебя работает быстрее, чем сердце успевает переваривать. То есть ты решение принимаешь резко, можешь даже с кем-то поругаться, с кем-то отношения порезать, потому что терпеть тянучку уже сил нет. Хочешь честности, хочешь прямоты, хочешь простых ответов. Вот простых. Кто я тебе, ты моя там любовь. И то тебя не устроит любовь. Ты скажешь, любовь-то понятно, а вот кто я тебе? У нас с тобой отношения какие, да, и куда у нас... извиняюсь, и куда они у нас движутся. Только пока ты все это делаешь на нервах, а не из спокойного состояния. Поэтому в твоей жизни сейчас вот эта движуха, переписки, разговоры, разборки, причем иногда даже с самой собой. Какая новая глава жизни наступает? Ну, знаешь, дальше уже приятней будет, вот так скажем, да? У тебя начинается глава такая, где вот в личной жизни становится тепло, понятно, а в деньгах и делах идет вот нормальный рост. Ну, не как сказать, не будет там завтра миллиарды, да, но рост какой-никакой идет. Причем тут нет фантазии в голове, нет. Тут, знаешь, еще нормальный рост про реального живого человека рядом. То есть я по-другому скажу. Вот смотри, ты сейчас в период такой жизненный входишь, когда связь появляется, где ты вот чувствуешь себя не вот этой вот удобной или там запасной, да, а реальной там не любимой, а вот потому что к тебе, если сказать любимый, ты скажешь, а что это за любимая? А это жена или просто подруга, или вот, реальный партнерши, так назовем. То есть это вот когда вы оба тянетесь друг к другу, оба вкладываетесь одинаково, да, в ваши взаимоотношения, оба хотите общаться, видеться и делать что-то совместное, даже не дай бог ремонт. То есть нет игры вот в эти догонялки, а нормальный взаимный обмен. Ты даешь тепло, он дает тепло и внимание. Ты открываешься, он не сливается. Вот, как сказать, одинаково. И вот на этом фоне у тебя включается режим в этой денежной сфере. Появляется шанс на нормальный старт своего дела причем. Ну или такой работы, где ты сама себе потом скажешь, что вот это уже серьезно, а не то, что вот это вот абы да кабы. Это или свой бизнес, как я уже сказал, да, или новая должность. Понимаешь? То есть с деньгами. Суть в том, что это не будут копейки на один раз, да, это будет база, на которую можно опереться. И ты прям начнешь видеть результат. Денежки приходят, и ты понимаешь, за что эти денежки пришли. Ты начнешь меньше нервничать, да, по поводу вот этого, хватит ли мне денег на месяц. То есть появится чувство, что вот труд ценят. И параллельно, соответственно, с денежками, что будет логично, уверенность твоя растет. И не такая вот показушная, да, а вот такая вот тихая внутренняя уверенность. В себе, в своих силах, неважно, но уверенность. И вот когда ты вечером сидишь, смотришь на свой день, да, ну, который прошел, и понимаешь, а я-то молодец. Я-то не просто этот день так прожила, просуществовала, да, а я сделала шаг вперед. И вот в этой новой главе ты не разрываешься между любовью или работой, да, тут как раз идет связка. Чем тебе эмоционально спокойнее и теплее рядом с тем, кто с тобой, тем больше силы, желания вкладываться там в свой бизнес, в работу, в свои дела. И ты перестанешь вот это вот тянуть на себе вот эти вот, как бы назвать, холодные, да, холодные отношения. И освобождаешь эту энергию для себя.
И это, конечно же, отражается на всех сферах сразу в жизни. И в настроении, и в заработке, и в том, как ты вообще себя ощущаешь в этом мире, да. И не выходишь ты из дома: "О, опять дождик", или там: "Ой, опять слякоть, снег". А ты вот выходишь и уже говоришь: "О, дождик, ништяк". Извините за ништяк. Да, о, дождик, ништяк. Да что ж такое? Не ништяк, а хорошо, да? О, слякоть, еще лучше. О, снег пошел, вообще замечательно. Видишь, два разных, как сказать, два разных состояния души на одно и то же, на один и тот же выход из дома. Вот у тебя будет второй. О, дождик, ништяк, ништяк. Я не знаю, почему ко мне это слово присобачилось, но, блин, вот какой я паразит. Не присобачилось, а вот прилепилось, не знаю почему. Давай шутки шутками, а что тебе делать, зная вот это все? Совет вот такой. Во-первых, разбрасываться собой, ну, своей энергией я имею в виду, на все подряд хватит. Вот просто хватит. У тебя же, знаешь, вот такая склонность есть. Вот ты тащишь слишком много, и при этом ты боишься потерять то, что уже есть. В итоге что? Ты устаешь, ничего от души тебя не радует. А нам такое с тобой не надо? Не надо, конечно. Вот слушай меня. Сейчас важно выбрать, да, одно-два направления, ну, два максимум. И честно в них вкладываться, а не держать вот эти 10 вариантов на всякий случай, потому что распыляешься. И ни один вариант, даже самый надежный, не сработает. В работе и в денежках, да, бери то, что реально дает тебе рост. И не хватайся за вот эти лишние подработки, которые просто сжирают твое и время, и силы, и вперед двигаться не дают. Нам с тобой такое надо? Не надо. Лучше одно дело, но по-серьезному, да, по-взрослому. Не говори, что тебе уже 60 лет, повзрослеть можно и только в 90. Понимаешь? Лучше одно дело, чем каких-то там 5 мелких, где ты как белка в колесе бегаешь, прыгаешь и не знаю, куда бежишь. Еще про отношения. В отношениях, вот послушай меня внимательно. Перестань экономить на себе. Я не про деньги говорю, нет. Я про вот внимание, границы. Если человек к тебе навстречу идет, реально вкладывается, то не держи все в себе. Не строй из себя вот это «я самаха». Я все сама, я молодец, я снежная королева, и все, мне никто не нужен. Не надо. Позволь себе быть в нормальном обмене. Но, если чувствуешь, что тебя держат, как скажем, на минималках, да, то не надо цепляться только потому, что а вдруг потом все повернется в мою сторону. Ты не склад для чужих полуотношений. И еще копить начни. Не только деньги, а вот спокойствие. Потому что я тебе объясню. Вот смотри, тебе нужен запас. Причем не паники, а опоры внутренней. Откажись от привычки жить вот эти на эмоциональные скачки. Если вот кто-то, да, или что-то постоянно тебя дергает, выматывает, тянет из тебя вот энергию, да, этот контакт урезаем. Потому что твоя задача сейчас вокруг себя людей и дела такие оставить, с которыми тебе стабильно, с которыми, как сказать, вот, вкусно. Вот я не знаю, как по-другому сказать. С которыми тебе вкусно. Пусть даже не ярко, но вот яркость потом подтянется. Когда ты перестанешь жить в этом режиме то в огонь, то в лед. По деньгам. По деньгам удаляешь Озон, Wildberries, eBay, все маркетплейсы из своего телефона. Перестань тратить все до нуля. Делай себе вот маленький, но честный резерв. И самое главное, не онлайн.
Нет, не покупай онлайн, потому что в онлайне ты, как сказать, заводишься. То тебе это надо, что тебе и в жизни не надо было, да, то тебе это надо. Вот нет. Все онлайн-магазины из телефона нахрен. Понимаешь? Чтобы вот в любой момент знать, что у тебя есть своя подушка, и ты не зависишь там от чьих-нибудь настроений, обещаний или, не дай бог, от самой себя в плане «Ой, маркетплейс, дай-ка я открою, мне вот это вот никогда не нужно было, а вот сейчас я чувствую, вот картинку увидела, что прям нужно, аж дышать не могу без этой вещи». Все вот эти вот маркетплейсы долой. И вот тогда и в отношениях ты будешь чувствовать себя спокойней. И решения начнешь принимать не из страха, а из ощущения, что у тебя все это-то хорошо. Понимаешь? Вот, послушай меня. И всегда, кстати, помни, что я с тобой рядом, и я тебя жду в проживании арканов. Ссылка в описании к видео и в закрепленном комментарии. Скорее беги к нам.